Пока кремлевские деды рассказывают своему народу сказки про борьбу с коллективным Западом, в реальности на фронте творится такая картина, от которой у каждого из них бы по-любому челюсти свело от злости. Приветствую вас на канале «Утилизатор реальности». Сегодня мы поговорим о том, кто реально встает на защиту Украины. Иностранные добровольцы, легионы из разных стран и даже русские, которые не хотят быть соучастниками этой войны. Будет интересно, будет жестко, будет с сарказмом. Короче, как вы любите. Россию в мире ненавидят настолько, что против ее армии воюет огромное количество иностранных легионов. И, что важно, это не наемники за деньги, это реальные добровольцы из десятков стран. Американцы, британцы, поляки, грузины, белорусы, даже те, кого в Москве когда-то называли «братскими народами», многие из них теперь бьют русских по голове прикладом. Это похоже на новый интернационал, только без красного знамения и портретов Ленина. Вместо этого украинский флаг и общее желание вмазать Кремлю так, чтобы отбило память о Великой Победе и вставании с колен. И вот тут, внимание, среди этих добровольцев есть не только иностранцы, есть и русские, настоящие, из самой России. Те, кто не захотел быть соучастниками войны и пошел воевать против путинского режима с оружием в руках. Но о них мы поговорим позже. А пока давай разберемся, кто вообще составил этот интернациональный коктейль и почему Кремль в итоге воюет не только против Украины, но и против половины планеты. Когда в феврале 2022 года Россия решила устроить шоу под названием «Блицкриг за 3 дня», Украина ответила ходом, который никто не ожидал, объявила набор в иностранный легион. И это сработало. Сотни, потом тысячи добровольцев из десятков стран мира начали приезжать воевать за Украину. Американцы и британцы, поляки и канадцы, французы и скандинавы, австралийцы и японцы. Звучит как начало анекдота, но в нем все серьезно. У каждого своя мотивация. Кто-то едет защищать демократию, кто-то мстит за Бучу. Кто-то просто считает, что если не остановить Путина в Украине, то он полезет дальше. И вот тут получается парадокс. Кремль все время орет про войну с НАТО. И в каком-то смысле он не врет. Да, против него действительно воюют британцы, американцы и прочие натовцы. Только вот ключевой момент – они приехали добровольно. Никто не присылал их по приказу Байдена или Макрона. Это люди, которые сами сели в самолет и сказали: «Хватит смотреть новости, пора стрелять». Для Кремля это должно быть максимально унизительно, потому что пока российские мобики идут на фронт под угрозой тюрьмы, на стороне Украины воюют те, кто пришел по зову совести. А теперь давайте коротко пройдемся по основным, так сказать, этническим категориям тех, кто оказывает максимальную поддержку. Я бы хотел начать с братской Грузии, потому что если кто и знает цену российской миротворческой политики, так это грузины. В 2008 году Москва устроила им маленькую войну, оттяпала Абхазию и Южную Осетию, а потом еще и преподнесла это как вынужденную операцию. Звучит знакомо? Для Украины слишком. Поэтому неудивительно, что одним из первых и самых боевых подразделений иностранцев стал грузинский национальный легион. Эти ребята приехали не просто воевать за демократию, они приехали мстить. У них личные счеты к Кремлю, и платят они их пулями и артиллерийскими ударами. В украинской армии о грузинах говорят уважительно, дисциплинированные, жесткие, без лишних сантиментов. Для Москвы же их существование – это вообще сущий ад. Всегда напоминают о прошлом унижении и не дают спокойно бухтеть про Великую империю. Каждый выстрел грузинского легиона по российским позициям – это напоминание, что старые грехи Кремля возвращаются. Ну а карма, как известно, любит не только прилетать. Она еще и работает. И работает великолепно.
Огромное вам спасибо, братья-грузины, и от меня лично. А у меня немало друзей-грузин, и все до одного великолепные достойные мужчины. Ну и я уверен, от всего нашего украинского народа. Беларусь, по сути, официально числится союзником России. Лукашенко с утра до вечера изображает любовника Кремля, хотя по факту он больше похож на заложника в подвале. С кляпом во рту и синими пятнами на шее. Но на фронте все выглядит совсем иначе. Тысячи белорусов не захотели мириться с ролью статистов в чужой диктатуре и ушли воевать за Украину. Так появился полк имени Кастуся Калиновского. Для них эта война не просто защита Украины, а еще и борьба за будущее своей страны. Потому что они прекрасно понимают, если упадет Украина, Беларусь окончательно станет губернией Кремля. Полк Калиновского воюет жестко и мотивированно. Эти ребята сражаются с двойной яростью, как за Киев, так и за Минск. И в этом есть особая ирония. Лукашенко сегодня боится их куда сильнее, чем геморроя, потому что от геморроя можно сесть на мягкое, а от калиновцев мягкого точно не будет. Каждый их бой – это еще один гвоздь в крышку гроба союзного государства. Ведь идея братских народов выглядит жалко, когда сами белорусы добровольно кладут жизни за то, чтобы Россия не победила. Скажу честно, у меня лично нет близких друзей из Беларуси. Но, ребята, низкий вам поклон и спасибо от всего украинского народа за то, что вы делаете для нашей поддержки. Вообще, когда смотришь на карту иностранного легиона Украины, становится ясно. Тут собрались люди буквально со всего света. Это не только соседи по региону или бывшие советские республики. Тут есть бойцы из самых неожиданных мест. От Австралии и Новой Зеландии до Южной Кореи и Японии. Да-да, японцы. Страна, где до сих пор официально нет армии, а только силы самообороны. Но даже оттуда нашлись те, кто сказал: «Хватит смотреть аниме, пора идти мочить орков». Или возьмем, например, Колумбию. Казалось бы, какая им разница до Украины? Но колумбийские ветераны, закаленные в борьбе с наркокартелями, приехали и воюют здесь. Потому что у них очень простая логика. Зло есть зло, и его нужно останавливать везде. Более того, есть добровольцы из Африки, есть из Ближнего Востока. Этот список звучит так, будто Украина открыла кастинг на новый International Battle Royale, и очередь выстроилась до горизонта. И вот тут Кремль реально облажался. Он обещал маленькую победоносную войну против слабой Украины, а в итоге получил мини-ООН в касках и бронежилетах. Причем без бесконечных совещаний, вето и бюрократии. Тут решения принимаются быстро. Видишь русских? Стреляй. Для Украины иностранные легионы – это не только штурмовые группы на фронте. Это еще и мощнейший информационный аргумент. Картинка, где американец или грузин с украинским шевроном мочит российскую бронетехнику, бьет по кремлевским мифам сильнее, чем любая дипломатия. Ведь пропаганда Москвы строится на простой сказке: Россия воюет против НАТО. И тут, казалось бы, совпадение. Действительно, в окопах сидят американцы и британцы. Но вся фишка в том, что они там по собственной воле. Никто их не гнал, не мобилизовал. Эти люди сами выбрали Украину и рискнули своей жизнью. Для Запада это работает как зеркало. Общественное мнение видит, что война в Украине не локальный конфликт где-то на периферии Европы, а битва принципов. Когда из Австралии, Японии или Канады едут добровольцы, это подчеркивает: ставки тут глобальные. Для самой России эффект еще болезненнее. Ведь каждый раз, когда они называют украинцев фашистами, достаточно показать улыбающегося японца, грузина или колумбийца с желто-синим флагом. Логика сразу идет на свалку. Выходит, весь мир внезапно превратился в нацистов, и это только разогрев. Потому что самый жесткий удар по кремлевскому мифу наносят вовсе не иностранцы, а те, кто пришел воевать из самой России. И сейчас мы как раз к этому и переходим.
И вот тут начинается самое сладкое. Пока кремлевские дедушки мечтают о едином русском народе и скрепах, на фронте в Украине появляются те, кто эти скрепы режет болгаркой. Это русские, которые решили: хватит быть соучастниками войны, пора брать оружие и стрелять по своим. Звучит как парадокс, еще какой. Пропаганда годами кормила сказкой про Запад против России. А в реальности получилось так, что против Кремля воюют сами россияне. Заметьте, добровольно. Не какие-то там иммигранты-интеллигенты с плакатами, а настоящие мужики с автоматами. И для режима это удар похлеще любого Абрамса. Потому что танк можно подбить, а вот идею на русские воюют за Украину уже не убить. Это плевок в самую суть кремлевского мифа о народной поддержке. Русский добровольческий корпус или РДК – это, пожалуй, главный кошмар российской пропаганды. Во-первых, потому что они реально существуют. А во-вторых, потому что именно они устроили те самые рейды на территорию России, в Белгородскую и Брянскую области. Представь себе, страна, которая кричит о непобедимой армии, внезапно обнаруживает, что ее деревни горят, а по райцентрам ездят вооруженные люди с нашивками «Русский добровольческий корпус». И это не украинцы, а русские, настоящие граждане Российской Федерации, которые открыто говорят: «Мы пришли, потому что ваша власть преступная, и ее нужно снести». Эти рейды стали пропагандистской катастрофой для Кремля, потому что на словах все под контролем, а на деле на территории ядерной державы появляются вооруженные отряды, которые снимают видосы, машут флагами и уходят обратно без особых потерь. И вот это психологическое унижение гораздо страшнее, чем просто военные потери. И если РДК – это, по мнению российской пропаганды, лишь рейды и инфоповоды, то Легион «Свобода России» – это про системную работу. Их история началась еще в 2022 году, когда в Украине объявили о создании подразделения из российских добровольцев. Кто туда идет? Очень разные люди. Бывшие военные, которые не хотят быть пушечным мясом за Путина. Активисты, которые бежали от репрессий и решили, что плакаты больше не работают. Даже простые мужики, которые не согласились воевать против украинцев и перешли на другую сторону. Их объединяет одно – отказ быть соучастниками преступлений. Они воюют не за зарплату, не за паспорт, а за то, чтобы в будущем их страна перестала быть синонимом террора. Для Кремля существование такого легиона – это как ракета в идеологическое очко, потому что пропаганда орет: все русские едины вокруг Путина. А тут русские с тем же паспортом под тем же флагом говорят: мы другие, мы против вас. И каждый их выстрел, каждая операция – это не только военный удар, но и символ: Россия может быть другой. Пока Кремль фантазирует о спасении русских земель и борьбе с коллективным Западом, есть настоящие герои. Люди со всего мира, от ближайших соседей до стран, где про Украину раньше слышали только по новостям. Пришли и встали на защиту свободы. Американцы, британцы, грузины, белорусы, австралийцы, японцы, колумбийцы. Список можно продолжать бесконечно. И я искренне прошу прощения за то, что не перечислил все страны. Для этого списка надо было бы отдельный ролик делать. И я по этой же причине не назвал ни одного имени, ни одной фамилии. Хотя уверен, что вы и так много кого из них знаете. Каждый доброволец рискует своей жизнью, чтобы остановить империю зла, которая считает, что можно взять и захватить чужие земли. Этим людям огромная благодарность за смелость, за совесть, за то, что они пришли не за деньги, не за политику, а просто за то, чтобы мир стал чуточку справедливее. Благодаря им Украина не одна. И благодаря им мы видим, что сопротивление реально и глобально. Ирония судьбы такова. Пока кремлевские пропагандисты рассказывают о борьбе с мировым злом, это самое зло получает свои уроки от людей,
которые в буквальном смысле не побоялись смотреть ему в лицо. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте делиться этим видео. Ну а если у вас есть какая-нибудь реальная история, которой вы хотели бы поделиться, напишите мне в телегу. Ссылка там есть где-то в шапке профиля. Возможно, это будет темой для очередного выпуска. В любом случае, мир полон людей, которые реально воюют за справедливость. И нам важно помнить о них и ценить их смелость. Друзья, на сегодня до свидос. Ну а так, до новых разборов. Оставайтесь с нами, делитесь с друзьями, но главное, держите глаза открытыми. С вами был Утилизатор. И, кстати, в последнее время я стал весьма активно участвовать в комментариях, чего раньше почти никогда не делал. Так что пишите. Буду рад обсудить. Всех обнял и слава Украине!